Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить ремейку Ford De Tomaso Pantera, который производился с 1983 по 1994 год на Киевском экспериментальном механическом заводе игрушек имени Ватутина. По некоторой информации, с 1987 по 1992 год эти модели не производились вообще. Реальный Ford De Tomaso Pantera – спортивный автомобиль, выпускавшийся итальянской фирмой De Tomaso с 1971 по 1992 год. Создан он был прежде всего для рынка США на замену модели Mangusta. Мощность двигателей машин, продаваемых в США в 1971 году, составляла 280, 310 и 330 лошадиных сил. В 1972 году из-за ужесточения норм на токсичность мощность снизили до 285 и 266 лошадиных сил. В 1978-79 годах предлагали только последний вариант. Поскольку автомобиль был ориентирован на американского покупателя, он комплектовался такими экзотическими для Европы функциями, как электрические стеклоподъемники и кондиционер. В 1971-1972 году американская и европейская версии De Tomaso Pantera отличались только размером задних фонарей. Позже отличия американской и европейской версии уже были в двигателе, который из-за ограничений по выбросам выхлопных газов США стал менее мощным в 266 лошадиных сил. Также модели отличались окраской порогов, бамперов, крышками багажника и капота, наличием антикрыла, широких колесных арок и обвесов из стекловолокна. В модификациях это были версии L, Lusso, GTS, GT4, GT5, GT5S и последняя SL. Всего с 1970 по 1993 год компания De Tomaso произвела примерно 7200 экземпляров модели Pantera. Киевский Ford De Tomaso Pantera был ремейком на итальянскую модель фирмы Maybe Toys. Однако итальянская модель все-таки внешне выполнена гораздо лучше. Прежде всего в глаза бросаются спортивные аксессуары в виде черного капота, литых хромированных дисков и наклейки на задней части. В передней части у итальянца имеется запаска, а в салоне хромированный руль. Сам салон по цвету очень выигрышно смотрится вместе с качественной окраской всего корпуса. На задней части также есть наклейка, имитирующая номерной знак. Днище модели, в отличие от киевского ремейка, не на заклепке, а на шурупе. Это позволяет разбирать модель всем желающим это сделать. Если сравнить днище, то они идентичны, но на советском ремейке все итальянские надписи запаяны. Киевский Ford De Tomaso Pantera, как и итальянец, сделан из металла. Этот De Tomaso, судя по всему, относится к первой серии реального автомобиля 1971-1972 года, так как на нем явно не видно ни антикрыла, ни обвесов, ни расширенных бамперов или каких-то черных аксессуаров, которые присущи более прокачанным модификациям. Открывающимися частями у него являются двери, капот и багажник. Салон белого цвета, а руль черного. Возможно, что в самых ранних моделях, как и в других ремейках от киевского завода, эта Pantera могла комплектоваться хромированным рулем. Но подтверждения этому или опровержения я не нашел. Колеса на эту модель ставили стандартные, как и для других киевских ремейков, и ничем они особенно не примечательны. Тем не менее, в отличие от итальянского оригинала, они хоть и не такие красивые, но имеют резиновые покрышки. Напомню, что у итальянца они просто пластиковые. На сегодняшний день этот киевский ремейк является одной из самых редких моделей этого производителя. По какой причине мне неизвестно, но возможно это связано с тем, что с 1987 по 1992 год эта модель не производилась и каким-то образом это сказалось на ее распространенность в коллекциях. Модель эта имеет несколько разновидностей в зависимости от периода своего производства. Самые ранние Ford De Tomaso Pantera 1983-85 года выпуска имели хромированные бампера, решетку радиатора, фары и детали двигателя. Дальше был вариант аналогичный предыдущему, но детали двигателя не хромировались. И последний вариант после 1985 года характеризуется тем, что все перечисленные детали на модель устанавливались уже без хромирования. В своем большинстве они были просто белые.
На сегодняшний день все эти разновидности по-своему ценны прежде всего из-за того, что модель сама по себе редкая. Скорее сложно найти полностью комплектную модель, так как наиболее часто у нее ломаются и теряются бампера, решетка радиатора и повреждается лакокрасочное покрытие. Коробок на этот киевский ремейк было несколько вариантов. Они могли быть как полноцветными в более ранний период, так и одноцветными в поздний. Отличались они также между собой ценой и техническими надписями. Моя модель, судя по перечисленным особенностям, относится к раннему периоду до 1985 года. Об этом говорит прежде всего хромированный двигатель и остальные хромированные детали. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если вам интересны модели Ford или какие-то ремейки от киевского завода, то на моем канале вы еще найдете несколько интересных обзоров. Например, вот эти, которые появились у вас сейчас на экране. Всем добра и мира и до новых встреч!